Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир танков от Леста, да, и сегодня у нас на обзоре всем известный тяжелый советский танк КВ-1С 6-го левела, проходная прокачиваемая ветка. Я уже снимал очень много обзоров по этой машине, и были обзоры у меня на фугасные пушки, но сегодня у меня обзор посвящен топовому орудию циклическому, и я поясню, почему я считаю, что на этой пушке лучше играть на квасе, нежели на фугаснице. Вот, ну, по обычаю мы сначала пойдем поглядим бронирование кваса. Погнали. Итак, коллижен модель нашего кваса. Ну и давайте все и по порядку. НЛД у нас 60 мм приведенки снизу 104, отдельная часть, 73 тут, 66 тут. Переход, стык между НЛД и ВЛД 82, ВЛД 99. То есть НЛД у нас дырявая, как даже для шестых, до сюда и пятерки легко будут пробивать тяжелые танки. А вот ВЛД каких-то пятерок и даже каких-то, может быть, на стоковых пушек шестерок будет что-то отбивать. Подбашенная рубка 82, и в принципе это тоже ослабленная часть корпуса. Переходим к башне. Маска орудия 112, 94, да, что-то будет отбивать. Касаемо здесь маска орудия 122, тут 122, вверху до 260. В целом маска-то крепкая, лучше квасу сюда не стрелять. Что касаемо основных щек башни, 86, вот здесь, да, ослабленная зона, то есть вот стрелять надо справа и слева от маски. Есть места ниже, вот 97, вверху 123, щеки у кваса крепкие, тут их не пробить. Есть вот такой у нас лючок наверху в 70 миллиметров, да. И он, кстати, очень большой, ослабленная зона. Борт у нас 60 миллиметров, и это говорит о том, что на 6-м левеле квасочки хорошо танкуют. Пожалуйста, можно даже перекручивать. Вот здесь верхнюю часть, и то система пишет рикошет, да. В принципе, от борта бронирование хорошее. В целом, еще раз, НЛД дырявая, подбашенная рубка ослабленная, маска крепкая, дырявый большой лючок. Стрелять в башню еще можно справа и слева от маски орудия. В щеки ему прям точно нельзя стрелять. Вот такое бронирование. И, кстати, первая цифра секретного кода цифра 1. Так, с бронированием разобрались. Есть много уязвимых зон. Давайте смотреть теперь основные модули. Итак, есть два варианта игры на квасе. Это на фугаснице, вот этом орудии 5-го левела с альфой в 450 на основном, на обычном фугасе, и 370 на голдовом. Но этот танк у нас тяжелый, такой стандартный тяжелый советский танк, который, в принципе, многие часто выкачивают советскую ветку и учатся играть на средних, на тяжелых танках. И именно на квасе я все-таки рекомендую играть вот на этом орудии. 85 миллиметров, оттачивать свое филигранное, так сказать, умение играть на тяжелых танках, а на обычной циклической пушке. У нас альфа здесь 160, пробитие на основном типе снаряда 150, на голде, ребята, аж 196, почти 200. Когда видите перед собой крепко бронированные танки, можете себе позволить перейти на голду и 100% будете пробивать практически во все места. Вот. Заряжается пушка на стойке очень быстро, как для тяжелого танка, прям уникальное заряжение. 4,6 секунды. Дальше точность здесь неплохая, как опять же для тяжелого танка. Здесь 0,38 и комфортное время сведения 2,1 секунды. Вот. Рекомендую все-таки на квасе играть именно на этом орудии. Учитесь играть на тяжелых танках, на циклических пушках. Если вы хотите играть на фугаснице, наверное, все-таки для этих целей вам подойдет больше танк КВ-2. Пожалуйста, фановая машина, больше альфа, да, дольше заряжается пушка, но все равно фугасный танк, фугасный черт, это у нас КВ-2. А это танк для циклической пушки. Вот, обязательно качайте рацию,
самым последним момент, да, там немного прибавить дальней связи, может быть, там передадите данные по врагам своим союзников. Вот. Танк тяжелый и медленный, поэтому вот выкачать топовый двигатель на нем стоит сразу же после вот этой пушки и вот этой башни. То есть третьим моментом у вас будет топовый двигатель. 600 лошадей и 500. Как минимум процентов 15 подвижности вам отдаст. Также танк на месте достаточно медленно крутится. 38 градусов в секунду на топовой ходовой, 35 на стоковой. Как минимум 3 градуса в секунду вам это добавит. Касаемо полевой модернизации. Я его уже на квасе вкачал. Во втором блоке вездеходная ходовая. Почему здесь отстройка параллакса, а не притирка шестерня наведения? Ну, потому что у нас сведение и так, в принципе, комфортное, а вот точность повысить танку можно благодаря вот этой вещи. Вот, звукоизоляция, защита от фугасов, тех же самых КВ-2 и, конечно же, арты. Это касаемо полевой модернизации. По оборудованию. Я уже какое-то количество, и действительно там достаточно много поиграл на этой машине. Еще, правда, даже первой отметки не взял, потому что я редко играю на 6-х левелах, только ради обзоров. И я рекомендую сюда все-таки ставить закалку, как тяжелому танку, добавит хп и меньше будут ставить на каток. Ставить досл, увеличивать КД пушки и ставить турбину, тем самым улучшая подвижность танка, а танк реально такой, медленный все равно. И не надо здесь мудрить ни с УМП, ни с вентилятором там. Ничего это сюда не надо. Закалка, досл, турбина. По снарядам основной у нас ББХ. Летит у нас скорость полета 800, что в принципе для 6-х левелов на тяжелых танках норма. Вот, скорость полета голды, и это подкол, 1000 метров в секунду. Хорошая, комфортная скорость полета. По снаряжению ремка, аптечка, огнетушитель, совок, часто горит, желательно автоматический. 5 членов экипажа у нас есть радист. Перки вы сейчас наблюдаете перед собой в табличке. По УВН у нас все плохо. Танк городской, УВНов нету. И те карты, на которых требуется УВН, на этой машине крайне тяжело играть. Учитывайте это в выборе позиций, попадая на ту или иную карту. Вот. По ХП у нас все хорошо. 1250 Зергут для тяжелого танка 6-го левела. По мобильности, поставив турбину, она у нас стала 47 вперед, 16 назад. Почти 15 лошадей на тонну. Поверьте мне, на турбине квас едет очень-очень бодро. Прям реально бодро и реально комфортно. Вот. По обзору у нас 336 метров. Как для 6-го левела тяжелых танков нормально. Вот. По плюсам-минусам вообще в принципе машина. Броня местами есть. Но есть вот этот огромный колпак. И, конечно же, щеки, подбашенная рубка, НЛД, и все эти места очень большие, и это боль. Поставить прям плюс по броне этому танку рука все равно не поднимается, поэтому плюс-минус. По подвижности на турбине однозначно плюс, по обзору стандартный параметр, ни плюс, ни минус. Вот. По пушке нормальная альфа, немножко, конечно, низковато, да. Скорость полета снарядов нормально, но отсутствует УВН. А сейчас играть на танках без УВН это боль. Поэтому по пушке все-таки квасочку можно поставить было бы минус, но плюс в скорости заряжания орудия, плюс в сведении перебивает этот минус. Поэтому в целом по орудию мы, конечно же, этому танку поставим плюс, учитывая опять же бронепробитие на голдовом подкалиберном снаряде. Вот. В целом как-то так. И кстати, вторая цифра для секретного кода для розыгрыша голды — это цифра 5. Вот. Предлагаю уже отправляться в бой на квасе. Поехали, посмотрим, как на циклическом орудии нагибать рэндом. Вперед! Так, попали на White Park, попали в бой к 6-м левелам.
У нас обзор боем КВ-1С. Тяжелый советский танк 6-го левела. Проходная прокачиваемая ветка. Вот. Не стал я на нее ставить фугасницу, потому что считаю, что на этом танке нужно, ребята, которые только проходят эту ветку, учиться играть на тяжелом танке не за счет фугасного урона, а за счет настрела на обычном орудии. Топовом, но циклическом и не фугасном. У них 2 КВ-2, у нас их нету. Вот сейчас как раз будем перестреливаться с фугасными монстрами. Есть. Отлетел. Так, первый шот есть. Интересно, где у них КВшники будут играть. Быстро заряжается пушка, это очень круто. Они там между собой толкаются. Замечательно. Эх, не успели. Иди нахер, Додик. Буги бьем. Буги-вуги. Черчилль за столбом прячется. Да. Еще дали. 700 настрела есть. Отошел. Поджимать надо, а то не успеем настрелять ни хера. Так, тут труп есть. Забрали. Дали. Арта. Убежала. Добиваем Кавелла. Фармим, фармим. Фармим. Все, едем дальше. Все, арту убили. Ну, ребята, двух удали. Поэтому и говорю, что не всегда фугасное орудие это хорошо. Да, на них по фанову можно что-то делать. И какой. Ну, наверное, больше мы не дадим. У нас подвижности не хватит, а может дадим. Пока сюда еду я. Если, конечно, носорог не отдастся. Сейчас. ХП есть, можем смело ехать. У нас обгонят, я думаю. Всякие крымбельки. Затаранили. Слушайте, ну 2400. Нормально.
Вот вам и квас на обычной циклической пушке. Со мной просто пытаются постоянно спорить, что квас лучше всего играется на фугасе, а я... О, базота, да. Вот, а я всем говорю, что и на циклоиде он играется очень-очень годно. Все, забрали. Так, что у нас? 4 фрага, почти 2500 урона, и это на 6-м левеле. Что можно сказать за квас? Квас до сих пор актуальный, нормальная машина, главное на нее поставить турбину, обязательно досел и закалку. И не надо, наверное, даже мучиться там с этими фугасами. Ребята, учитесь сразу играть на тяжелых танках, на циклических пушках. С нормальным пробитием, да, не самый жирный альфой, как на фугаснице. Вот, пожалуйста, первое место по урону, по фрагам. Вот, мы молодцы. Заслуживает внимания танкистов этот танк или нет, решать вам. Но я считаю, что, проходя эту ветку, квас достаточно комфортная машина в грамотных руках. Понятно, что многие только учатся, но все равно рекомендую, и даже тем, кто только недавно начал играть в мир танки, конечно же, играйте на цикличке. Фугасница — это круто, для фугасов есть определенно другой танк, вот этот, КВ-2. Если уж играете на квасе, ставьте обычную топовую циклическую пушку, ездите, нагибайте, получайте удовольствие. Танк по 5-бальной системе, в моем понимании, заслуживает твердую 4, потому что квас может. Главное не торопиться, думать, что вы делаете, и настреливайте, получайте удовольствие от этой машины. Вот. И для тех, кто устал играть на 8-10 левелов, конечно же, данная машина тоже вполне зайдет. И, кстати, секретный код для розыгрыша 7. Вот. Ну, а я хочу сказать большое спасибо за просмотр. Ставьте лукасы, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.